Джейсон и его жена Лена с нетерпением ждали пополнения в семье, и это ожидание наполняло их сердца радостью и волнением. Они готовились стать родителями, продумывая каждую деталь, и мечтали о том, как будут растить свою дочь, как будут проводить с ней время, учить ее чему-то новому и делиться с ней своими знаниями. Джейсон беспокоился о том, чтобы стать хорошим отцом, и его мысли часто возвращались к тому, как важно обеспечить семью и создать для них безопасное и любящее пространство. Каждый день он думал о том, как важно быть опорой для своей жены и дочери, поддерживать их в трудные моменты и радоваться каждому мгновению, проведенному вместе. Он представлял, как будет гулять с дочерью в парке, как будет читать ей сказки на ночь и как увидит ее первые шаги. Однако через 6 недель после рождения дочери их жизнь резко изменилась. Джейсон и его друг Алекс попали в аварию, когда Джейсон пытался избежать столкновения с пьяным водителем. Машины столкнулись с ужасным грохотом, и, к счастью, оба мужчины выжили, но последствия были трагическими. Джейсон оказался парализованным и впал в кому. Лена узнала о состоянии мужа и была разбита от горя. Она не знала, что делать, как справляться с потерей, которая нависла над их семьей. Оставшись одна с новорожденной дочерью, она пыталась найти силы, чтобы продолжать. К счастью, ей помогала мама Джейсона, которая поддерживала ее в трудные времена. Джейсон оставался в коме 14 лет, несмотря на усилия врачей. Каждый день Лена приходила в больницу, надеясь на чудо. Врачи предлагали ей отключить системы жизнеобеспечения, чтобы Джейсон наконец-то обрел покой. Но Лена отказывалась, веря, что он все еще может вернуться к жизни. В 2003 году произошло то, чего все так долго ждали. Джейсон неожиданно пошевелил пальцем, когда Эми, его дочь, взяла его за руку. Девочка сообщила об этом Лене, и врачи подтвердили пробуждение Джейсона. Однако его тело было наполовину парализовано, и ему предстоял долгий путь к восстановлению. Первым словом, которое произнес Джейсон, было «мама». Он извинился перед Леной за то, что оставил ее одну и за все те годы, которые они провели в разлуке. Джейсон верил, что находится в 1984 году, и его мысли были полны воспоминаний о прошлом. Благодаря заботе семьи и поддержке Джейсон смог прожить еще 19 лет. Он научился общаться с дочерью и снова стал частью ее жизни. Несмотря на все трудности, которые ему пришлось пережить, он всегда чувствовал любовь и заботу своих близких. Джейсон умер в 2022 году, и хотя его жизнь была полна испытаний и лишений, он был окружен любовью и поддержкой. Его история стала символом надежды и силы человеческого духа, вдохновляя всех, кто знал его. Джейсон оставил после себя не только воспоминания, но и урок о том, как важно ценить каждое мгновение жизни. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.